Пятерка в кузове седан поколения G60 дебютировала в мае прошлого года, а теперь компания BMW представила новое поколение универсала 5 серии Touring, которое выйдет на рынок в 2024 году. Внешне он повторяет четырехдверную версию за исключением задней части, и он также доступен с бензиновыми, дизельными, гибридными и электрическими силовыми установками. Вплоть до центральной стойки новый универсал предсказуемо повторяет внешность седана, а корма пятидверки сохранила узнаваемые по прошлым поколениям пропорции, получив легкий и цельный образ с сильно заваленным задним стеклом и не спадающей линией крыши. Размеры Туринга выросли относительно предшественника. Он на 97 мм длиннее, на 32 мм шире и на 17 мм выше. Колесная база при этом прибавила только 20 мм. В результате увеличилось грузовое пространство. С поднятыми спинками заднего дивана в багажнике умещается 570 литров. А если сложить вровень с полом спинку заднего ряда, она разделена в пропорции 40-20/40, будет 1700 литров. Базовые диски 18-дюймовые для дизельных версий и 19-дюймовые для электрических. Но за доплату можно поставить колеса диаметром вплоть до 21 дюйма. У полностью зеленой версии BMW i5 Touring заглушка имеет ту же форму, что и традиционная решетка радиатора, но она выполнена из черного пластика с тонкой хромированной обводкой, которая не коснулась перемычки между ноздрями. Еще у электрической версии по-другому оформлен передний и задний бампер. Интерьер полностью повторил седан. На передней панели изогнутый кластер с новой операционной системой iDrive 8.5 с центральным тачскрином диагональю 14,9 дюйма, а также экраном приборов диагональю 12,3 дюйма. В медиасистему встроено множество сервисов, позволяющих даже смотреть видео и играть в видеоигры. В стандартной комплектации интерьер полностью веганский, но за доплату доступна кожаная обивка. Также среди опций есть панорамная стеклянная крыша и система объемного звучания Bowers & Wilkins Surround Sound с 18 динамиками. Более подробно о фишках и оснащении новой BMW 5 серии я рассказывал в отдельном обзоре. Кому интересно, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. На старте продаж новая BMW 5 серии Touring будет доступна с мягкогибридной силовой установкой на основе 2-литрового 4-цилиндрового турбодизеля мощностью 197 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 48-вольтовым электродовеском и 8-ступенчатым автоматом Steptronic. Привод задний или полный. На старте продаж электрический BMW i5 Touring предложат в двух версиях. Младший заднеприводный Drive 40 оснащается одним электромотором отдачей в 340 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Такая дача обеспечивает разгон до сотни за 6,1 секунды. Двухмоторная полноприводная версия i5 M60 X-Drive выдает 601 лошадиную силу и 820 Нм в режиме лаунч-контроля, а разгон до сотни занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 230 км. Обе версии оснащаются 400-вольтовой тяговой батареей емкостью 81,2 кВт-часа. Заднеприводная версия eDrive 40 проезжает на одной зарядке 560 км по циклу WLTP, а полноприводная M60 X-Drive 506 км. Продажи нового универсала 5 серии стартуют в Европе в мае нынешнего года, а летом появится версия 530i и 540d X-Drive. Также будет в гамме и мощный универсал M5, который дебютирует к концу года. Цены пока не объявлены, но они будут немного выше, чем у седана, который сейчас стоит минимум 57 550 евро. Друзья, как вы считаете, в новом поколении универсал 5 серии стал выглядеть лучше? Или универсал серии G30 вам нравится больше? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вам понравился обзор, то поддержите его лайком, а также комментарием. Это поможет в продвижении видео. Также не забывайте заглядывать в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.